друзья. Скажите честно, вы когда-нибудь входили в дом и сразу понимали, здесь только что решили что-то важное, но без вас? Лара почувствовала это мгновенно. Она сделала шаг и остановилась. Дом был тот же, но воздух другой. Тишина плотная, шепоты прерванные, взгляды избегающие. И вдруг она услышала фразу, которая словно перевернула внутри все. Они уже согласны, осталось только оформить. Кто согласен? Что оформить? Почему это звучит так, будто речь идет о ней, но никто не считает нужным сказать ей об этом лично? Лара еще не знала ответов, но чувствовала, сегодня необычный вечер. Сегодня за нее приняли решение, о котором она узнает последний. Лара тихо закрыла дверь за собой, будто боялась нарушить ту странную тишину, которая будто укутала дом. Она слышала лишь собственное сердце, тревожное, сбивчивое, будто оно знало больше, чем она сама. Слева, за полуприкрытой дверью комнаты, сидели отец и дядя. Они говорили спокойно, слишком спокойно. И именно эта спокойность пугалась сильнее, чем если бы они спорили или повышали голос. Когда взрослые говорят ровно, значит, решение уже принято. Лара сделала вид, что идет за водой. Но ее шаги были осторожными, чтобы уловить хоть слово. «Семья хорошая», — говорил дядя. «Все прилично. По традиции. Она справится». Справится. С чем никто не уточнил. Но Лара поняла, разговор почему-то про нее. Отец позвал ее позже, когда дом уже погрузился в вечернее золото. «Лара, подойди на террасу». Терраса — его место для серьезных разговоров, а серьезные разговоры для Лары всегда были про семью, но никогда не про нее лично. Отец стоял, опершись на перила. Лицо у него было не строгое, напряженное. «Дочка», — начал он, избегая смотреть в глаза, — «сегодня приезжал твой дядя. Он привез предложение». Лара ничего не сказала. Не потому, что не понимала, а потому, что уже догадывалась. Отец продолжил. «Одна семья хочет поговорить о твоем будущем. Они люди порядочные, уважительные. Они давно слышали о наших традициях и хотят сделать все красиво и правильно». «Правильно» — слово, которое в их доме означало «так, как решат взрослые». Лара стояла неподвижно, но внутри будто собирался ветер. Она не задавала вопросов. Это было не принято. «Мы подумаем», — добавил отец. «Но такие вещи долго не откладывают. Это важный этап». Этап. Как будто речь идет не о ее мечте, не о ее жизни, а о каком-то пункте списка. Этой ночью Лара долго смотрела в потолок. Иногда казалось, что над ней медленно проходит чья-то тень. Тень нового будущего, которое она еще не выбрала, но которое уже идет к ней. Она крепко сжала тетрадь, ту самую, где записывала свои планы. Мечту стать медработником, мечту помочь женщинам, которые стеснялись говорить о своих проблемах, мечту продолжить учебу. Она тихо прошептала в темноте. «А что, если мое «хочу» никому не нужно?» Ответа не было. Но чувство, что что-то приближается, становилось все отчетливее. На следующий день тетя позвала ее на рынок. Базар всегда был шумным, пестрым, живым, и Лара надеялась, что там мысли отпустят ее хоть на минуту. Но не отпустили. Она перебирала мешочки с финиками, когда рядом остановился парень, Рауф. Серьезный, внимательный, но с теплым взглядом. «Можно воды?» — спросил он. Лара протянула бутылку. Рауф заметил учебник, выглядывающий из ее сумки. «Ты учишься?» Он спросил это спокойно,
будто это самое естественное в мире. И это почему-то задело сильнее всего, потому что в последние сутки она впервые сомневалась, сможет ли учиться дальше. «Да, пока да», — сказала Лара. Рауф уловил эту паузу. «Пока?» — мягко переспросил он, словно слышал невидимые тени в ее голосе. Лара опустила взгляд. «Просто дома сейчас много разговоров». Рауф долго смотрел на нее, не оценивая, не спрашивая лишнего, просто понимая больше, чем она хотела показать. И сказал тихо: «Иногда кажется, что выбор уже сделан за тебя, но на самом деле он где-то рядом, просто его показывают не сразу». Эти слова упали в душу Лары, как светлая искра. Она не поняла их до конца, но запомнила. Вечером в их доме снова были гости. Они говорили уважительно, вежливо, аккуратно. И именно это делало все еще труднее. «Лара – спокойная девочка», – сказала женщина из уважаемой семьи. «С таким характером она принесет в дом мир». Мир. Красивое слово. Но в нем не было Лары. Она понимала, речь идет не о том, что ее спрашивают, а о том, что ее оценивают. Это не было грубо, не было неправильно, но было больно. Поздно ночью Лара открыла свой блокнот и написала: «Мне страшно не от будущего. Мне страшно от того, что меня могут не услышать, даже если я скажу». Она не знала, что уже завтра один разговор изменит все в ее голове, и что человек, от которого она меньше всего ждала поддержки, первым скажет ей слова, которые дадут ей силу. Ларе было всего 13, но утро, которое встретило ее, было слишком взрослым, слишком серьезным, слишком похожим на день, когда у человека внезапно исчезает право выбирать. Она проснулась раньше всех. Сидела на краю кровати и слушала, как под крышей потрескивают балки. Этот звук всегда был уютным. Но сегодня он казался ей счетчиком времени. Впервые в жизни Лара понимала, чем ближе вечер, тем меньше останется от ее детства. Она аккуратно сложила школьные тетради, смотрела на обложки, на свое имя, и впервые за годы не знала, сможет ли когда-нибудь снова открыть их по-настоящему. В доме началась суета. Мать прибирала ткани, отец что-то обсуждал с дядей, брат Камил бегал с воодушевлением, не понимая, что происходит. И только Лара стояла посреди двора, будто в центре вихря, который закручивался, не спрашивая ее согласия. «Лара, помоги мне», — позвала мать. Девочка подошла. Мать держала в руках красивый платок, белый с тонкой золотой нитью. «Примерь», — сказала она тихо. Лара коснулась ткани. Платок был мягкий, но внутри все сжималось. Она знала, что в их культуру это означало многое. Тонкий намек на то, к чему ее готовят. «Мам», — голос предательски дрогнул, — «почему сейчас? Почему так быстро?» Мать опустила глаза и ответила так, как отвечают взрослые женщины, давно привыкшие держать лицо. «Так лучше, Лара. Так спокойней для всех». «Для всех» — слово, которое бывает тяжелее, чем молчание. После обеда Лара вышла во двор подышать. В голове было ощущение, будто мысли переполнены,
Каждая пытается вырваться наружу, но ни одна не имеет права прозвучать. И тут она услышала. «Лара!» Она обернулась. За калиткой стоял Рауф. Тот самый парень с рынка, с серьезными глазами, которые вчера видели больше, чем Лара хотела показывать. Он подошел ближе, но уважительно остановился на расстоянии. «Можно пару минут?» — спросил он. Лара кивнула. Она сама не понимала, почему его голос звучал сейчас нужнее всех. «Я слышал разговоры», — начал Рауф осторожно. «Про гостей, про предложение, про то, что все уже почти решено». Лара опустила взгляд. «Это не мое решение», — тихо сказала она. Рауф молчал несколько секунд, будто подбирал слова, которые не обидят, не ранят, но помогут сказать главное. «Лара, ты знаешь, что ты имеешь право говорить?» — спросил он наконец. Она подняла глаза. С удивлением, с неверием. Так смотрит человек, которому впервые говорят то, что он никогда не слышал. «Мне никто такого не говорил», — честно ответила она. Рауф вздохнул. «Потому что у нас здесь так не принято. Но это не значит, что у тебя нет права. То, что тебе 13, не делает твой голос тише. Просто делает его незаметным, пока его не услышат». Лара чувствовала, как внутри что-то медленно поднимается, будто сердце пытается встать в полный рост после долгого сидения. «А если никто не захочет слушать?» — спросила она едва слышно. Рауф посмотрел ей прямо в глаза. «Тогда скажи это еще раз. И еще. Потому что есть вещи, которые человек обязан сказать хотя бы себе». Он сделал шаг назад, чтобы не мешать. «Я не говорю тебе, что делать. Я просто хочу, чтобы ты знала. Твоя жизнь — это не разговор взрослых за закрытой дверью. Это твой путь. И он начинается с одного слова. «Я». Эти слова ударили глубже, чем любой громкий крик. Вечером пришли гости. Уважительные, спокойные, с добрыми глазами. Они действительно выглядели достойно. И Лара понимала, в этом нет злого умысла, нет стремления причинить боль. Но это не отменяло главного. Она сидела тихо, а взрослые говорили о будущем, традициях, благополучии, словно обсуждали архитектуру дома, которую еще только собираются строить. И в какой-то момент женщина из гостевой семьи улыбнулась и сказала: «В ее возрасте девочки должны быть спокойными. Это самое важное». В ее возрасте. 13. Лара впервые услышала свой возраст произнесенным так, будто это не число, а характеристика. Она сжала пальцы. Ей хотелось сказать: «В моем возрасте девочки еще учатся, смеются, бегут в школу». Но это была мысль, которую она все еще боялась произнести. Позже, когда дом затих, Лара поднялась в свою комнату, села на кровать, открыла блокнот и впервые за много дней написала не мысль, не страх, не вопрос, а маленькое, почти невидимое предложение. «Я должна услышать себя. Никто не сделает это вместо меня». Она не знала, что завтра появится человек, который случайно прочитает эту фразу, и именно это станет началом поворота, которого она меньше всего ожидала. Утро началось спокойно. Так спокойно, что Лара сразу насторожилась. В доме не было вчерашней суеты.
Отец сидел на террасе, глядя в одну точку. Мать аккуратно складывала посуду, будто боялась издать лишний звук. Даже ветер был нереально тихим. И именно в этой тишине Лара почувствовала: сегодня день решения. Она стояла у двери, держась за край занавеса, и смотрела на своих родителей. Ей было 13, но она уже понимала многое, о чем ей никто никогда не объяснял. После завтрака отец позвал: «Лара, поговорим?» Обычно он звал добрым голосом. Сегодня нейтрально. Так говорят, когда внутри борются десятки чувств, и ни одно нельзя показать. Они сели на террасе. «Сегодня к нам придут снова», — начал отец мягко, «чтобы обсудить детали». Детали. Слово, которое звучит легко, но внутри Лары оборвалось что-то тяжелое. «Отец», — она вдохнула глубоко, — «можно я скажу?» Он удивился. Не потому, что она попросила слова, а потому что никогда раньше не говорила первой, особенно в таких разговорах. «Говори», — сказал он спокойно, но осторожно. Лара опустила взгляд на свои руки. Тонкие пальцы дрожали. «Я понимаю традиции. Я уважаю ваш выбор. И я знаю, что вы хотите мне спокойной жизни». Она говорила искренне. Каждое слово из сердца, не из обиды. Отец слушал внимательно. «Но я...» Ее голос сорвался, но она продолжила. «Я хочу продолжить учебу. Хотя бы закончить школу. В моем возрасте, она сказала это осознанно, в 13, я еще не готова сказать, что будет дальше». Отец поднял глаза. Взгляд был не строгим, растерянным. Так смотрит человек, который впервые слышит то, что боялся услышать. «Лара», — тихо сказал он, — «ты знаешь, как у нас принято». «Я знаю», — перебила она мягко, но уверенно. «Но если мы все решим сейчас, я потеряю шанс стать тем, кем мечтаю. Я не прошу многого, только немного времени». Последние слова прозвучали хрупко, но в них была сила. Та, которую обретают дети, когда впервые говорят родителям правду о себе. Отец молчал долго. Так долго, что Лара уже решила, он отвергнет все, что разговор закончится так же, как всегда. Так принято, ничего не поделаешь. Но он вдохнул, посмотрел в сторону и неожиданно сказал: «Знаешь, когда я был мальчишкой, я тоже хотел учиться дальше. Но мне сказали почти то же самое, что сейчас говорят тебе». Лара подняла голову. Она никогда не слышала от отца таких слов. «Я всегда думал, когда у меня будут дети, их жизнь будет легче, чем моя. Но, кажется, я сам не заметил, как начал повторять то, что мне когда-то причиняло боль». Эта фраза ударила сильнее, чем все, что Лара слышала за последние дни. Впервые она увидела в отце не только строгого главу семьи, а просто человека с его собственной историей, его несказанными мечтами. Он посмотрел на Лару. «Ты хочешь учиться, это правда?» Лара кивнула. Сердце билось так громко, что она боялась, что это услышат все соседи. Тогда он взял паузу, будто делал шаг над пропастью. «Тогда я попрошу гостей подождать. Не отказываться, но дать тебе время». Он подчеркнул это слово. «Время». Мать, стоявшая за дверью и слушавшая разговор, прикрыла рот ладонью. Не от шока, а от облегчения. «Мы поступим по-семейному. Но и тебя услышим», — добавил отец. «Ты ведь не маленькая. В 13 человек уже понимает, чего хочет». И Лара впервые за все время почувствовала цену этих слов. Вечером гости снова пришли. Они вошли с уважением, с улыбками. Их никто не хотел обидеть, но отец встретил их иначе, чем вчера. Он не говорил громко, не спорил, не оправдывался. Он просто сказал: «Мы благодарны вашему уважению, мы ценим ваше предложение, но Ларе нужно время. Она хочет учиться, и мы считаем важным услышать ее».
Гость, глава той семьи, удивился, но не рассердился. Он посмотрел на Лару серьезным взрослым взглядом. «Учеба — это хорошо. Девочки должны быть образованными. Мы подождем». Все выдохнули, хотя никто не подал виду. Поздно ночью Лара сидела на крыше. Ветер был мягким, небо глубоким. Она открыла свой блокнот и написала: «Сегодня я впервые сказала «я», и меня услышали». Она знала, что впереди будут еще разговоры, будут сложности, будут традиции, которым нельзя просто сказать «нет». Но теперь у нее было главное — время. И самое важное — она впервые узнала собственный голос. Голос 13-летней девочки, которая только начинает понимать, что ее будущее — это не документ, не обсуждение и не чье-то выбор. Это путь. Ее путь. И этот путь только начинается.